Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня мы с вами начинаем смотреть ваш расклад на ноябрь 2024 года. Смотрим, что вас ожидает, каковым для вас будет этот месяц и какие изменения в целом у вас произойдут за этот период. Настраивайтесь на совместное чтение Таро, и мы с вами приступаем. Основные энергии месяца. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Итак, основные энергии месяца. Пятерка мечей. Пятерка мечей – это повышенная конфликтность, это повышенная обидчивость, ранимость. Ситуация, когда вы в штыки можете воспринимать любую критику, комментарии или просто реплики, отпущенные в ваш адрес. Хотя, допустим, у вашего там собеседника и мысли таковой не проскакивало, чтобы как-то вас обидеть или задеть. Мы, конечно же, эту карту дополним и уточним, чего конкретно она будет касаться. И здесь на повестке дня четверка монет. Как правило, эта ситуация связана с вашей стабильностью. Стабильностью в плане работы, личной жизни, может быть, финансовый аспект или же состояние вашего здоровья, то есть иммунитет, который может быть подорван респираторными заболеваниями. Так ли это, мы сейчас будем оценивать по всем сферам, но основные рекомендации на этот период – это не инвестировать в течение этого месяца в сомнительные проекты, не совершать крупных сделок, именно в виду в плане покупки, продавать вы можете. Ну и, конечно же, беречь свое состояние здоровья, проводить профилактические меры и укреплять свое состояние здоровья, свой иммунитет. Работа. По работе на повестке дня шестерка чаш. Аркан, который говорит о том, что вам может поступить предложение от бывших коллег или работодателей относительно совместной деятельности или приглашение вернуться на прежнюю работу или, может быть, на новое предприятие, но которое открывает ваш бывший работодатель. То есть в любом случае это какие-то контакты прошлого, которые в рамках этого периода дадут о себе знать. Но так как вы все абсолютно разные, кто-то работает, кто-то нет, мы раскроем этот аркан для каждого из вас. Смотрим ситуацию для тех, кто сейчас не работает и работать не может. По аркану Солнце. Это придет прям, знаете, как энергия свыше, просветление. Осознание того факта, что вы можете окунуться в нишу, которую вы когда-то, не знаю, себя пытались реализовать. В особенности, если по аркану Жрец она связана с преподаванием, тренерской работой, коучингом или, допустим, вы медсестра, можете оказывать какие-то частные услуги на дому. То есть все, что связано с нишей образования, обучения, просветления и вопросами медицины, то есть вы здесь можете попробовать наново в эту ипостась вернуться и зарабатывать на этом поприще. Если же вы у нас наемный сотрудник, хотела сказать сначала для соискателей, но в первую очередь пошло для наемных, поэтому давайте сначала для них озвучим. И здесь шестерка чаш и туз мечей – это как расставить точки над «и». Для себя определиться, хотите ли вы возобновить свой статус на прежней работе, хотите ли вы взаимодействовать с прошлыми коллегами и бывшим работодателем, то есть для себя понять и обозначить, нужно ли вам возвращаться. Ну, как показывает башня, нет, то есть закрыть для себя этот вопрос. А для тех, кто у нас является соискателем, восьмерка чаш может указывать на ситуацию неудавшихся или несостоявшихся поисков. Ну, например, вы искали какую-то новую нишу, пытались себя реализовать, но все не так и все не то. Поэтому шестерка чаш может указывать или возврат на прежнее предприятие, или на прежнюю нишу. В некоторых случаях это работа в частном подряде, то есть когда вы идете кому-то в найм в частном порядке, но это, знаете, как работа с целью переждать до более подходящей вакансии. Если вы владеете собственным делом, вот здесь колесо фортуны говорит о кардинальных и знаковых переменах, а именно, может возникнуть конфликтная ситуация по вопросам денег с вашим партнером, заказчиками, с вашими клиентами. И на этой почве могут возникнуть разногласия, потому что данная дуада карт говорит о том, что пришло время возвращать долги, в частности вам. И вы будете спрашивать с ваших должников.
Как следствие, это вызовет какие-то конфликты, непонимание, выяснение взаимоотношений, но, к сожалению, без этого никуда. Оцениваем финансовую составляющую. Здесь все прекрасно. Десятка монет – это процветание, это ваши доходы превосходят ваши расходы, это ситуация увеличения вашего финансового состояния, вашего капитала. Это может быть финансовая помощь от ваших близких, от членов семьи. Конечно же, карта может также указывать и на траты на ваших родственников, но основной посыл: с финансами все прекрасно. Вопросы состояния здоровья. Император. Для мужчин это может быть аспект инициации, то есть вопросы отцовства. Для мужчин также это обратить внимание на вопросы репродуктивной функции и простаты. Для девушек и женщин, сейчас хочу уточнить, нужно перепроверять гормональный фон, в особенности тем, у кого очень часто на повестке дня бывают кисты, фибромы, потому что здесь это ситуация, когда гормональный фон влияет на появление каких-либо новообразований доброкачественного порядка. То есть не пугайтесь, что у вас там не было переживаний или истерики. Потому что император и паж монет, здесь нужно будет скорректировать ваш гормональный фон. То есть проходить соответствующую диагностику у врача и по его рекомендациям привести себя в здоровое состояние духа и тела. Смотрим с вами вопросы личной жизни. А вот здесь что-то совсем печаль-беда. Четверка чаш – это как недовольство, раздосадованность, раздражение, отчуждение друг от друга или разочарование во второй половинке. Если же вы свободны, то разочарование в текущем положении вещей. Так ли это? Давайте смотреть, прояснять и анализировать. Для тех, кто сейчас свободен. Здесь четверка чаш и рыцарь мечей – это злость даже на какую-то вот на самого себя или на саму себя, потому что попадается все не те. И вы уже начинаете себя винить. Почему вы к себе притягиваете определенный типаж людей? Но проблема именно кроется в том, что, к сожалению, к нам притягиваются те, кто соответствует нашему уровню энергии и вибраций. Поэтому, чтобы изменить кардинальным образом ситуацию, нужно кардинальным образом меняться самим. И внутренне, и внешне. Это вот как один из ответов на ваш вопрос. И если же вы в любовных треугольниках, то четверка чаш и императрица. Здесь может быть разочарование. По какой причине? Если, допустим, ваш любовник или любовница сохраняют свою семью, отказываются от вас, или если вы женаты или замужем, что вы вынуждены отказаться от связей на стороне ради сохранения семьи. Но радости вам это особой не приносит. Для тех же, кто в стабильных союзах. Четверка чаш и аркан суд. Сразу его дополню, раскрою. Здесь король чаш. Это попытки восстановить ушедшие, вот, как знаете, отношения, страсть, эмоции, которые покинули ваше партнерство, ваш союз, то есть непонимание, как это вернуть, можно ли это в целом возобновить. Знаете, с одной стороны вам хочется, а с другой стороны опускаются руки, потому что вы не видите обоюдного желания со стороны вашего избранника или избранницы. И вот такая вот дилемма, быть или не быть, вот в чем вопрос. Пытаться восстанавливать и сохранять или оставить все как есть. Сейчас посмотрим совет от карт. И здесь по королю жезлов это в первую очередь амбициозность, это желание, так сказать, знаете, как создать новую искру, новое пламя, разжечь или союз, или какую-то мотивацию, или сподвигнуть себя на какие-то свершения. Ну а в целом это, безусловно, влияние мужчины огненной стихии, овен, лев или стрелец на какие-либо сферы вашей жизни. В качестве совета и рекомендация от карт – это прислушиваться к его мнению, принимать его помощь, его содействие, то есть не отказываться, потому что здесь действительно этот человек будет желать вам лучшего. Посмотрим с вами на неожиданность данного месяца. Ох, подарок, будущее, отдых.
Ну, что могу сказать? Здесь по этим арканам будущее действительно вам приготовило подарок, когда вы можете с легкостью вздохнуть, с облегчением, да, так отдохнуть, восполнить свои силы, свои ресурсы. То есть не тяготитесь текущими ситуациями. Все, что вы сейчас будете делать по зову вашего сердца или исходя из вашей интуиции, это будет верным. Вы поймете, что в дальнейшем это было только к лучшему. Будущее покажет, что ваши, пусть и болезненные решения, на самом деле для вас будут подарком судьбы, которые приведут к благоприятным переменам в вашей жизни. Вот такой у вас месяц, очень насыщенный, в чем-то непростой, но в любом случае мы с вами закрываем все на положительной, на позитивной ноте. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, озвучьте, как для вас отыгрался расклад, какие перемены произошли. Я буду вам признательна за обратную связь, за энергообмен. С вами не прощаюсь, услышимся на следующей неделе.